Хлеб да соль, Танечка, милости прошу к столу. И сегодня мы разговариваем о традиционной пище русских Сибири. Хлеб мы выращивали сами, а соль покупали. Поэтому соль – дорогой продукт. Найдите соль на столе на нашем. Да. Этот горшок называется кашник. От слова каша. Да, от слова каша, потому что в таком горшке хорошо варить кашу. Еще в нем томят молоко, то есть ставят в печку, чтобы оно там прогрелось. Медленно нагревают, но не кипятят. Но не кипятят ни в коем случае. Вот оно нагревается, в нем вся зараза помрет, оно станет хорошее молоко, и его пьют уже без опаски. Можно сварить кашу и в этом горшке. Но в нем обычно варят суп. Или по-русски щи. Это мясо, картошка, капуста. Овощи. Картошка пришла поздно в Сибирь. Поэтому мясо, капуста и те овощи, которые есть в доме. Без хлеба на столе плохо, а капуста – мать всех овощей у нас. И вот горшок. Это чугунок по материалу чугун. То есть он сделан из чугуна. Да. Но форма у него очень похожа. Да, форма похожа. И вот и чугун, и вот этот вот горшок поднимали специальным ухватом. И на стол вот этот горшок можно поставить, а этот нет. Грязный? Грязный. Раскаленный, испортишь скатерть. Понятно. Ну, скатерть-то это, белая. конечно, на чистую скатерть не ставили, обязательно клали подставочку под него. Но он чистый, потому что и в печь ставили на подставку. Не на кирпичи печи. Не в печь в чистом виде. Вот это вот чисто в печь. Это нет, это чистый горшок. То есть он никогда не соприкасался с золой и углем? И с огнем никогда не соприкасался. Иначе он лопнет. Как и вот этот горшочек. А без чего современный человек жить не может? Без кофе. Без сахара, Танечка, без сахара. Без кофе ты проживешь. Сахар, вот что тебе надо. У меня внуки не могут жить без меда. Вот это горшочек под мед. Тоже ценность. А сахара не было. Сахар не ели. Зато зубы целей были. То есть каждый день на столе обязательно должен был быть хлеб. Хлеб. Каша. Каша – это вареные зерна пшеницы, проса. Поридж, как сказали англичане. Понятно. Я всю жизнь думала, что это только вареная овсяная каша. Нет, это просто каша. Поридж. А там дальше уточняют, какая именно. В обед на стол подается суп. Жидкая, непременно жидкая, то есть щи. То есть щи – это… Борщ. Они отличаются наличием, во-первых… Рецептом. Да, то есть они отличаются тем, что щи – это капуста и мясо, основные части. Может быть и без мяса. В борще обязательно должна быть свекла. Обязательно. А уха – это суп из рыбы. Нет. На самом деле уха, ушное, это могла быть из чего угодно. Из курицы, из рыбы. Но постная уха, она не может быть. То есть она обязательно из чего-то такого, вот или мяса, или рыбы. То есть в ней обязательно присутствуют животные жиры? Да. Понятно. А сейчас ухой называют только суп из рыбы? Да. Но дело в том, что ты назвала щи, это обязательно суп из мяса и капусты. А на самом деле щи – это обязательно нечто кислое. Кислые щи в чистом виде – это то, что у нас называется по-русски квас сейчас. Как интересно. А то, что в России пьют квас,
А в Западной Европе пьют, что делают из зерна? Пиво. Пиво, совершенно верно. Вот две разные традиции. Но и там уквашивается, забраживается именно зерно. Зерно. На основе зерна. То есть вообще у русских очень много в еде производных из зерна. То есть можно сварить кашу, можно испечь что-то из муки, но не только хлеб, но и сдобный хлеб, и пирожки, и так далее. И блины, и оладушки, и много-много еще слов назвать можно. Боюсь, наши дорогие друзья запутаются. Скажите, а вот можно ли каждый день есть русским мясо? Нет. А почему? Потому что если ты христианин, то ты выполняешь предписания батюшки. Батюшки священника, матушки церкви. А это дисциплина. А потому пост. Готовишься к празднику. Наведи порядок в доме и наведи порядок в душе. Приготовься молитвой и постом. Пост – это прежде всего дисциплина в питании. Не балуй, не ешь животную пищу, а рыбу можно? Не злословь, смотря по какому уставу живем. Сибирь в этом плане, в этом смысле мягче. У нас рыбу разрешали больше, чем для российских, чем для центральной России. Но те, кто старшие, они и рыбу не ели. То есть так строго было? Да, а тем, кто много работал, они говорили, рыбу можно. Но это для работающих, для тех, кому нужны силы. Иначе ты работать не сможешь. А вообще, насколько я понимаю, повседневная еда у вас была достаточно основательная. Ее было много, и она была сытной. Да, и всегда смотрели, чтобы у работника было сил на работу. И чрезмерное усердие в постных делах-то не приветствовалось. Мы чай не Россия. Скажите, а вот когда праздник, какие особые блюда готовятся именно в торжественных ситуациях? Смотря какой праздник. Но прежде всего, конечно, праздничный хлеб. Он другой на праздник. Он подороже, он побогаче. Самый праздник праздников Пасха, пасхальный кулич, это царский хлеб. Поменьше это будет рождественские всякие пироги, пышки, хлеба красивые тоже на Рождество. Поменьше праздник, пироги, пышки и блины. Блины – это уже для предков наших, для поминок. Но в Сибири сначала были не блины, а печенье, называемое хворост. То есть как сухая ветка? Как сухая ветка. Вот хворост, он выпекался в большом количестве жира. Вареный фактически уже. Да, вареный, да. И поливался он медом. И точно такое же блюдо, но с другим названием, пожирнее, у татар называется чак-чак. Чак-чак до сих пор очень любят. Да. А хворост сейчас стали делать не поливая медом, как раньше, а посыпая сахаром, чтобы отличаться. Ну, сахар – это покупная все-таки вещь, и она у вас была дорогая. Покупная, и недаром сахар ели в приглядку. Есть на столе? Хорошо, не тронь. То есть он стоял больше для украшения? Да. Таким образом, мы видим, что традиционная русская кухня в Сибири отличалась немного от кухни тех русских, которые жили ближе к Москве. Она отличалась большей основательностью, чаще встречалось на столе мясо, рыба, но мясо и даже рыбу не каждый день можно было есть. Были посты, они бывали каждую неделю 2 дня,
среда и пятница. И были особые длинные посты перед большими церковными праздниками, когда люди старались ограничивать себя в еде, но не ради голодовки, а ради дисциплины. Есть всегда старались досыта, и на основой и праздничной, и повседневной кухни всегда был хлеб и блюда из муки и зерна. И еще вдобавок ко всему, русские очень любят жидкую пищу типа супов. И есть супы без мяса, есть супы с мясом, есть с рыбой. Так что русская кухня отличается большим разнообразием.